Криминальный мир Узбекистана всегда жил по своим законам, где влияние передавалось не через официальные институты, а через связи, авторитет и контроль над теневыми потоками. Сегодня эта система столкнулась с новым вызовом. Объединение Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова против Атабека Умарова — это не просто конфликт криминальных группировок. Это борьба за контроль над ключевыми сферами нелегальной экономики, где решаются судьбы миллиардных теневых капиталов, секундомер равно 0.5 Этот конфликт уже перерос в нечто большее, чем обычные разборки криминальных кланов. Теперь он затрагивает интересы не только самих участников, но и высокопоставленных фигур в правительстве, бизнеса, силовых структур. Каждая из сторон имеет свои причины и мотивы, а главное — серьезных покровителей, без которых в Узбекистане подобные процессы не происходят, секундомер равно 3 Что стало причиной конфликта, секундомер равно 0.5 Салим Абдувалиев и Гафур Рахимов на протяжении десятилетий удерживали ключевые позиции в теневой экономике. Их влияние распространялось не только на криминальный мир, но и на официальные структуры. Однако с приходом нового поколения элит структура власти начала меняться, и это вызвало серьезное сопротивление, секундомер равно 0.5 Жирная галочка Атабек Умаров стал угрозой для старых криминальных элит, секундомер равно 0.5 Как младший зять президента, Атабек получил доступ к силовым структурам и начал расширять свое влияние. Секундомер равно 0.5 Его стремление взять под контроль теневые схемы встретило сопротивление со стороны традиционных игроков, для которых этот предел означает не просто потерю денег, но и утрату власти, секундомер равно 0.5 Жирная галочка перераспределения криминальных потоков, секундомер равно 0.5 Контрабанда, нелегальный бизнес, серые схемы вывода капитала — все это долгие годы находилось в руках старых элит. Однако государственные структуры, возглавляемые Атабеком, начали активно вмешиваться в эти процессы, вытесняя прежних лидеров с их позиций, секундомер равно 3 Жирная галочка контроль над экономическими группами, секундомер равно 0.5 Салим и Гафур всегда имели сильные позиции среди предпринимателей и бизнесменов, особенно в теневой экономике. Но с приходом новых сил часть финансовых потоков оказалась под давлением, и многие традиционные игроки начали терять влияние, секундомер равно 0.5 Этот конфликт не мог не разгореться. Атабек не мог позволить старым элитам сохранять свой контроль, а те, в свою очередь, не могли просто уступить без борьбы, секундомер равно 0.5 Какие интересы стоят за этим противостоянием, секундомер равно 0.5 Жирная галочка Салим и Гафур защищают старые криминальные традиции, секундомер равно 0.5 Для них этот конфликт — борьба за выживание. Если Атабек полностью подомнет под себя теневую экономику, это поставит крест на их влияние. Они понимают, что в случае поражения их ожидают либо изгнание из страны, либо уголовное дело, секундомер равно 0.5 Жирная галочка Атабек стремится к полному контролю, секундомер равно 0.5 Для него эта борьба — шанс укрепить свое влияние и закрепить позиции среди элиты. И если он добьется успеха, то станет ключевой фигурой не только в теневом бизнесе, но и в политической системе страны, секундомер равно 3 Жирная галочка власть разделилась, секундомер равно 0.5 Этот конфликт не остался в стороне от высокопоставленных чиновников. В элите идет борьба за то, кто будет контролировать теневую экономику, старые криминальные авторитеты или новое поколение, тесно связанное с президентской семьей. Этот конфликт не просто борьба криминальных кланов, а часть глубинных процессов перераспределения власти в стране, секундомер равно 0.5 Кто поддерживает каждую из сторон, секундомер равно 0.5 В этом противостоянии у каждого лагеря есть сильные союзники, без которых подобные конфликты не могли бы существовать, секундомер равно 0.5 Салим Абдувалиев и Гафур Рахимов опираются на старые связи.
У них прочные связи в криминальном мире и среди бизнес-элит. Многие государственные чиновники, которым невыгодно усиление президентской семьи, поддерживают их, секундомер равно 0.5 Их влияние распространяется на теневые рынки, которые не хотят терять независимость, секундомер равно 0.5 Жирная галочка Атабек Умаров опирается на административный ресурс, секундомер равно 0.5 Силовые структуры и часть госаппарата на его стороне. Он имеет доступ к государственным финансовым потокам, что дает ему дополнительные рычаги влияния, секундомер равно 0.5 Новое поколение бизнесменов, которые хотят войти в элиту, делают ставку на него. Этот конфликт будет решаться не только в криминальном мире, но и в коридорах власти, секундомер равно 0.5 Вывод: борьба за власть выходит на новый уровень, секундомер равно 0.5 Конфликт между Салимом, Гафуром и Атабеком — это не просто очередная криминальная разборка. Это показатель того, что в стране идет глубинная трансформация системы управления, секундомер равно 0.5 Жирная галочка старые элиты борются за сохранение влияния. Жирная галочка новое поколение стремится подмять под себя теневые потоки. Жирная галочка государства разделилась на две группы, каждая из которых делает ставку на одну из сторон, секундомер равно 3 Этот конфликт только набирает обороты, и его последствия будут ощущаться не только в криминальном мире, но и в экономике, политике и общественной жизни. Секундомер равно 0.5 Но главный вопрос, как это отразится на криминальной обстановке в стране? Начнется ли новый передел власти? Ждать ли всплеска насилия? Разбираем дальше, секундомер равно 0.5 Как это отразится на криминальной обстановке в Узбекистане? Секундомер равно 0.5 Передел власти в теневом мире никогда не проходит бесследно. Криминальные структуры не привыкли уступать без борьбы, особенно когда на кону стоят миллиарды долларов, влияние в политике и контроль над нелегальной экономикой. Секундомер равно 0.5 Смогут ли стороны договориться или страну ждут открытые разборки? Какие силы окажутся вовлечены? И как это скажется на обычных гражданах? Секундомер равно 0.5 Ожидается ли рост насилия и передел сфер влияния? Секундомер равно 0.5 В криминальном мире Узбекистана долгие годы царил относительный порядок. Влияние традиционных лидеров было настолько сильным, что большинство конфликтов решалось мирным путем, без публичных разборок и открытых войн. Секундомер равно 3 Однако ситуация кардинально меняется. Секундомер равно 0.5 Жирная галочка «Война за криминальные потоки». Секундомер равно 0.5 Если конфликт между Атабеком, Салимом и Гафуром перейдет в острую фазу, можно ожидать заказных убийств, силовых атак и серьезного передела собственности. Жирная галочка «Контроль над теневыми рынками». Секундомер равно 0.5 Речь идет не только о классическом криминале. Контрабанда, нелегальный бизнес, серые схемы вывода капитала — все это сферы, которые сейчас находятся под угрозой перераспределения. Жирная галочка «Конкуренция за влияние в силовых структурах». Секундомер равно 0.5 Если одна из сторон начнет терять позиции, неизбежно последуют попытки перекупить людей в МВД, СНБ и других ведомствах, что может привести к внутренним столкновениям в госаппарате. Учитывая масштабы конфликта, насилие может выйти за рамки криминального мира и затронуть всю страну. Секундомер равно 0.5 Конфликт нарастает, и его последствия могут изменить всю структуру власти в Узбекистане. Но главный вопрос, как это отразится на политике и экономике страны. Кто выиграет в этой борьбе и кто потеряет позиции? Разбираем дальше. Секундомер равно 0.5 Какие последствия ждут политическую и экономическую систему? Секундомер равно 0.5
Когда криминальные разборки выходят за рамки теневого мира, они неизбежно затрагивают экономику, бизнес и даже государственные структуры. Конфликт между Атабеком Умаровым и объединением Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова уже вышел за пределы традиционного передела сфер влияния. Секундомер равно 0.5 Теперь эта борьба не только за контроль над нелегальными потоками, но и за влияние на будущее политической системы страны. Секундомер равно 0.5 Кто окажется в выигрыше? Как это отразится на бизнесе и финансах? Сможет ли государство взять ситуацию под контроль? Число 1 на клавише «Как эта борьба скажется на бизнесе и финансовых потоках». Жирная галочка «Рост давления на предпринимателей». Жирная галочка «Перераспределение собственности». Жирная галочка «Финансовые потоки уходят в тень». Итог: борьба за криминальную власть неизбежно затронет бизнес-среду, создавая новые риски для предпринимателей и крупных игроков рынка. Кто окажется в выигрыше, а кто потеряет позиции? Жирная галочка, если победит Атабек Умаров. Если президентская семья полностью возьмет под контроль теневую экономику, это означает конец старых криминальных элит. Они либо окажутся за решеткой, либо будут вынуждены покинуть страну. В выигрыше окажутся новые бизнесмены, связанные с властью, а также люди из силовых структур, которые помогут в зачистке. Жирная галочка, если устоят Салим и Гафур. В этом случае старые теневые структуры сохранят влияние, а попытка президента установить контроль над криминалом будет сорвана. Это ослабит Атабека и может повлиять даже на его политическое будущее, поскольку он не сможет выполнить поставленные перед ним задачи. Жирная галочка, кто проиграет в любом случае. Мелкий и средний бизнес, который окажется под давлением обеих сторон. Секундомер равно 0.5 Обычные граждане, которые почувствуют рост коррупции и нестабильность в экономике. Секундомер равно 0.5 Инвесторы, которые предпочтут держаться подальше от страны, охваченной криминальными конфликтами. Вывод: секундомер равно 0.5 Независимо от исхода конфликта, определенные группы неизбежно понесут потери, а система управления страной изменится.